Сегодня у нас очень важный и, честно говоря, долгожданный разбор полетов. Начнем с личного. Помните крайний ролик, где меня знатно потрепало, и я сидел в просадке, рассказывал вам об этом, и в момент записи ролика уже начал плавно перекрывать эту самую просадку. Так вот, можете меня поздравить. Тесты, плотная работа за монитором и запуски скриптов сработали на 100%. Из минуса я наконец-то полностью вышел. Зафиксировал отличный плюс, и сегодня наглядно покажу вам свои результаты. Но самое главное, мы не просто так молчали все это время, не записывали контент, мы частично переписывали и пересобирали логику нашего торгового терминала. Сегодня я вам покажу обновления, которые помогут вам работать в плюс. Мы наконец-то научили наших адаптивных ботов работать в связке с автоторговлей, и теперь терминал сам, без вашего вмешательства и нервов, вычисляет время сделки и количество догонов и открывает сделки. Мы полностью также переработали стратегию догон на компенсацию. Бот теперь вгрызается просто в рынок до первого плюса, моментально перекрывает даже самую глубокую просадку и сбрасывает серию к начальной сумме сделки, чтобы не рисковать вашим депозитом. Короче, стабильность мы поднимаем на максимум, добавили разные удобства, которые вы просили в чате, и сегодня мы протестируем нашу пушку в реальном времени. Включаю запись экрана, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаю, сейчас все покажу. Конечно, как всегда, вся работа начинается с запуска торгового терминала. Терминал уже запущен. Как его настраивать, как что делать, я показывал чуть ранее в ролике, поэтому обязательно переходим на канал, смотрим все ролики, обязательно лайк, подписочку также, чтобы ничего не пропускать. По обновлениям, что мы сделали? Прям сразу, сходу, с лету показываю. Депозит у меня теперь 24 512 долларов. Пока что вывода свежие я не делал, потому что немножечко надо еще в плюс выйти. Затем, как обычно, я вывожу. То есть у меня определенная сумма депозита, это 20 тысяч долларов на текущий момент времени. В рублевом это было 2 миллиона рублей. Перешел снова на доллары. То есть 20 тысяч долларов, моя рабочая лошадка, так скажем, назовем, мой рабочий депозит, который я приумножаю, все, что сверху, я забираю, увожу. Пока что я вывода не делал, чуть позднее сделаю. Отработал я с довольно большой просадки. Наконец-то вышел плюс, как вы можете заметить. Можете посмотреть один из предыдущих роликов на канале. Там прям красными буквами, такими цифрами точнее горит моя большая просадка на 8,5 тысяч долларов. Вышел в плюс, замечательно, это уже хорошо. Как я это сделал, все потихонечку буду рассказывать, показывать. То есть, что мы сделали? Теперь можно по каждой закрытой сделке просмотреть такую красивую карточку. То есть, да, сводка по сделкам, можно поделиться статистикой, и у нас открывается красивая статистика по текущей сделке. То есть, какая у нас сделка, во сколько была открыта, во сколько закрыта, дата. Также есть доходность, показывается, сам актив, где мы открывали сделку. Сумма сделки, направление, прогноз, то есть, куда мы открывали, на продажу или на покупку. Результат сделки. И также видим цена открытия, закрытия, разница как раз 12 пунктов. Все, замечательно. Можно скопировать и просто отправить в Telegram, WhatsApp, там, смотря каким мессенджером пользуетесь, просто в ваш буфер копируется данная картинка, и вы ее отправляете. Видим, картинка скопирована. Или же можно сохранить ее на свое устройство, и открываем просто вот так вот оно у меня открывается. Вот на весь экран открылось. Замечательно. Просто можно теперь эту картинку там кому-то скопировать, сохранить на свое устройство, там отправить далее. Как удобно, так, пожалуйста, пользуйтесь. Это что касается единичных сделок. То есть вот такая вот у нас статистика. Можно по любой сделке просмотреть, отправить. Это больше, конечно, подходит, если вы хотите какой-то конкретный, естественно, поделиться. Если же вы в торговой сессии или же в автоторговле будете делиться, вот видим, нет запущенных скриптов, то это доступно точно так же по закрытым всем сделкам. Например, любого бота вешаем на график, прямо сейчас рандомно открыл бота, нажимаю авто, и есть история сделок по автоторговле. Вот эта кнопочка теперь у нас добавилась. То, что вы просили, мы добавляем, мы внедряем, как вы заказывали. Есть история. Грамотно разработчик все продумал, посмотрел другие сервисы, где подобное делается аналитика, то есть как это внедрить. Постарались максимально грамотно и удобно внедрить без перегрузки интерфейса. То есть можно посмотреть все закрытые торговые сессии. Здесь как раз-таки у меня все, что касается за 29 и за сегодня, за 30 число, за 30 июня. Мои торговые сессии после того, как мы внедрили данный функционал историю. То есть видим, были плюсовые сессии, минусовая сессия достаточно крупная была. Далее тестовые плюсовые, смотрим, здесь также плюсик был, и 2 подряд минусовые. Бывает и такое. В данном случае сработал стоп-лосс. В данном случае до тейк-профита дошел, то есть по тейку отработал. Видно теперь всю историю сделок, то, чего не хватало. Все в хронологическом порядке. Первая серия.
Первая по факту сделка, вторая серия, вторая сделка, третья серия, третья сделка, соответственно, далее пятая сделка и дальше все эти сделки идут в хронологическом порядке. Всего 286 сделок было по как раз-таки за сегодня по данной сессии. Смотрим. По 5 секунд стратегии открывал. Видим, какие глубокие просадки бывали. То есть большой минус уходил. Затем выходил в плюс. То есть видим сессия. То есть давайте вот так покажу. Видно, было много минусов. Но стратегия, по которой я вам сейчас покажу, как она работает, догон на компенсацию, все равно вытягивает бот в плюс, даже несмотря на большие минусы, то есть на большие просадки даже несмотря. Далее снова видим плюсы, плюсы, плюсы. Далее снова видим минусы и снова вытянули в плюс, то есть серия вытянутая в плюс $34. Дальше спускаемся, видим, как все продолжалось. Вот здесь очень мощная просадка была, но вытянула в плюс $341. Вы посмотрите, сколько минусов данная стратегия выдерживает. То есть эта стратегия вообще, то есть по факту можно подбрасывать монетку даже, ну, грубо говоря, давайте, ну, по чесноку говорить, да, 5-секундки это по факту уже казино стратегии, то есть достаточно быстро. Можно самый примитивный скрипт себе написать и с помощью данной стратегии торговать в плюс. Посмотрите, сколько минусов, 1 плюс. Все еще в минусе, бот не перекрыл, он не закрыл серию, то есть он еще находился в просадке. Снова минусы пошли, снова плюсы. Не получилось у него перекрыть, снова минуса, и затем серия плюсов, и перекрылся бот в достаточно хороший, жирный плюс $341. И смотрим по итогу. Достаточно хорошо, потом стратегия отрабатывала, да, в данном случае конкретно стратегия была, но я говорю, по данной, по управлению риск-менеджментом, догон на компенсацию, по данной стратегии можно использовать совершенно любую стратегию, выдерживает крупные просадки, самое главное, да, только чтобы депозита хватило и все равно вытягивает в плюс. Итого пенелечка вышла $2523, 137 сделок в плюс, 137 сделок было в минус и 12 было возвратов, то есть по факту, ну, ни плюс, ни минус, возврат. И статистика. Самая мощная, красиво, удобно, наглядно. Самое главное, наглядно, как все происходило. Видим, где скопление было минусов. На каждой просадке вот они минусы скопления. То есть эта статистика теперь можно также скопировать и поделиться с кем-то на смартфоне, на компьютере. То есть везде одинаково данная статистика открывается. Она находится рядом с кнопкой. Нажали, выбрали какую-то свою торговую сессию, нажали кнопку «Поделиться» и делимся. Все, делимся статистикой, если вам это необходимо. Закрываем. Дальше, что у нас касается обновлений. Теперь мы сделали адаптивные боты, которые теперь полноценно работают и интегрированы в автоторговлю. Что это означает? Давайте я сейчас просто на график добавляю буквально 2 бота, любых просто. Вот SR-бот оригинал, допустим, и фикс адаптив. Затем я нажимаю «Запустить автоторговлю». Видим, у меня сейчас, давайте я вот выберу SR-бот Original. Вижу вход, видим по экспирации, то есть стандартная все отработка алгоритма. Но, например, фикс, адаптив и есть еще также другие адаптивные боты. Они уже могут работать из скрипта, брать время, источник экспирации. Наводим на плюсик и видим из скрипта. Время сделки сдает сам скрипт в сигнале. Если сигнал не пришлет время, сделка по нему просто не откроется. Это очень хорошо. Лестница экспирации для догонов все работает при включенном перекрывать на той же паре. Сейчас я объясню, как теперь работают адаптивные боты. Переключаю обратно, допустим, на SR-бот, видим, только по экспирации может работать, все, нету других вариантов. Выбираю снова, допустим, адаптивного бота, видим из скрипта или же фиксированное время, то есть сами можем задать время экспирации, на выбор уже можно сделать. Далее, что хотелось бы отметить, как работает теперь правильно адаптивные боты. Те, кто знает, что это за боты, давайте я лишнее выключаю. Они сами определяют время первой сделки, определяют количество догонов и время каждого догона. Автоматически эти боты определяют. Смотрим, у меня, например, сейчас здесь сделка, допустим, на 20 секунд и только одна сделка. Замечательно, значит, всего бот откроет одну сделку на 20 секунд, неважно какой у вас таймфрейм, бот сам высчитывает секунды, именно в секундах считает, а не в барах. Выбираем какой-нибудь другой актив. Здесь, например, у нас написано, что первая сделка на 15 секунд, догон по 15 секунд. Значит, бот сам это будет открывать. То есть он откроет первую сделку и 2 догона. Но чтобы бот правильно открыл догоны, переходим в стратегию, выбираем догон на компенсацию, или смотря какую вы стратегию выбираете, все, здесь выбрали первую сделку, коэффициент, максимум уровня, все, замечательно. Переходим в ход, проверяем источник экспирации, из скрипта стоит. Отлично. Перехожу в лимиты. Вот здесь важный момент. Как настраиваются адаптивные боты. Мы включаем здесь обязательно перекрывать на той же паре. И вот эта настройка как раз-таки отвечает за адаптивность. Бот адаптивный может открывать максимум, по-моему, там до 4 догонов.
То есть 3 догона и одна основная сделка, то есть 4 сделки. И здесь мы тогда ставим перекрывать на той же паре, можно поставить, например, 3. То есть как раз-таки 3 перекрытия плюс одна основная сделка, 4 сделки. Если вы здесь установите или выключите, то бот вообще не сможет адаптивно перекрывать, никак не сможете открывать перекрытие. Если вы включаете и устанавливаете, например, один, то бот может сделать максимум одно перекрытие. Даже если стратегия сама вам говорит, что ну вот надо где-то открыть, например, там, сейчас такого не вижу, вот 2 перекрытия дополнительных, то есть первая сделка и 2 перекрытия, то, включив просто настроечку здесь единичку, у вас бот только единичку перекроет, то есть одно перекрытие будет, дальше он будет ждать новый сигнал. Если же мы устанавливаем, допустим, 5 можно поставить, то есть это суммарно 6 сделок, то бот будет адаптивно смотреть на количество сигналов, которые сам бот определил. И, соответственно, открывать будет основную сделку на 5 секунд и все догоны по 5 секунд. Если же догоны в секундах будет отличаться где-то, пока вот, ну, не вижу ситуации, да, везде совпадает у нас догона, то есть нету с разным временем. Ну, например, выпадет у вас первая сделка на 5 секунд, а догону выпадет по 15 секунд. Бот все это считает и будет сам автоматически открывать, догоняться. Если доходность молниеносно там даже на секунду понизится, то бот не будет открывать здесь. Если у вас в настроечках вот здесь это выставлено как раз-таки вход, минимальная доходность, например, 90. На секунду на 89% соскочит в момент торговли, все, у вас догон не откроется. То есть вы это тоже должны понимать. Также по поводу адаптивных ботов. Многие интересовались, когда вообще только их начали создавать, почему в момент, вот сейчас у нас видим сигналы, они могут исчезнуть на секунду, там на какое-то время, и снова появиться, но в других местах. Почему? Потому что бот адаптивный, он по-правильному работает. Правильная работа бота адаптивного, именно чтобы он в момент времени, вот видим, сейчас поменялись там ситуацию, он может взять, пересчитать, новый алгоритм применить на данном графике, старые сигналы пропадают, новые появляются. Это правильная работа ботов, поэтому не удивляйтесь, если у вас где-то откроется сделка, затем бот начнет обновляться, то есть все не пропадает с графика, здесь в экранчике все пропадает в HUD экране этом, и у вас появляются новые ситуации, новые отработки. Это все потому, что бот адаптивный. Это правильная логика работы бота. До этого он немножечко неправильно работал, так как мы его заставили. То есть он открылся, вот первое открытие было, он сохраняет эти сигналы, и все, и он по факту не адаптивный. Пока вы принудительно либо его не выключите, скроете, откроете, или пока не переключите экрана, он не начнет пересчитываться. Сейчас он может в реал-тайм начать сам пересчитывать. Если посчитает, что винрейт слишком низкий, или же там у него таймер внутри сработал, внутри данного скрипта, он посчитает, что пора обновить. Что-то со стратегией, возможно, не то, а вдруг лучше есть стратегия. И он начинает обновлять и искать. Поэтому этот момент запомните. Далее, по обновлению пробегаю, что еще у нас нового? Давайте я прямо сейчас запущу бот, пусть будет у нас флип-бота, который как раз-таки, ну, пока мне больше всего денег на самом деле принес, очень доходный, проходимый, на 5 секундке, конечно, и сверхрисковый, не отрицаю. Запускаю флипкор, 2832, его ID в каталоге можно найти, то есть просто в каталоге, ну так, включаем ID, 2832 пишу. И у нас открывается как раз-таки этот самый бот. Мы его добавляем в избранное себе, то есть вы его добавляете, нажали в избранное, и переходим в избранное, отсюда его добавляем. У меня он, мой, это как бы бот, он не находится в избранном, он находится в моих скриптах, поэтому я его уже повесил на график. Далее, что мы видим? Статистика, проходимость, все замечательно, все видим. На реале сейчас я не буду открывать сделки. Почему? Потому что я сегодня уже заработал, то есть обновляю биржу Pocket Option, то есть, ну, повторяюсь, для тех, кто не в курсе, наш торговый терминал работает с биржей Pocket Option. И все сделки открываются на данной бирже. Открываю историю своих сделок, и у меня здесь видим трейдинг профит плюс $1473 заработано за сегодня, то есть today. За сегодня. Открыто 427 сделок и оборот 41 тысяча долларов. Поэтому я сейчас не буду открывать. Я не хочу, чтобы там в момент записи ролика я отвлекся и просто что-то не так настроил. Поэтому я запущу на демо-счете. Для того, чтобы показать вам определенные настройки. Просто давайте даже соточку сюда поставим. Да пусть 100 будет даже. Далее. Догон на компенсацию, выбираю стратегию Flip Core включен, далее видим лимиты, все, допустим, я все включаю, все замечательно, меня все устраивает. Окей, кстати, важный момент, для догона на компенсацию, чуть не пропустил. Когда выбрали стратегию догон на компенсацию, переходим в лимиты и выбираем здесь плюс серии. Вы можете почитать, что это такое. Защищает накопленный плюс серии. Как только плюс серия достигнет порога, бот забирает его и начинает серия заново.
срабатывает только в плюсе и никогда не фиксирует минус. Что это значит? Это значит, когда вы включили эту настройку, бот всегда старается вытянуть ваш депозит, вашу сделку, серию открытую текущую, в плюс. То есть бот не закроется в минус. Он будет открывать сделки до тех пор, пока хотя бы не будет минимального плюса. Можем выбрать, например, минимальную настройку 0.1, это $10 будет, либо переключаемся на доллары и ставим просто вручную $1. Все. Как только бот хотя бы на $1 перекрывается в плюс, все, он начинает новую серию, он страхует ваш депозит, чтобы серия не растягивалась. То есть это правильный алгоритм работы данного бота, данной стратегии в целом. Что есть еще? Есть кнопочка, можно ее выключить, и тогда бот может уйти в большой даже плюс, то есть не плюс $1 и зафиксировать этот плюсик и открыть новую сделку уже с минимальной суммой депозита, с минимальной суммой сделки, а он будет пытаться разогнать ваш депозит еще больше, но при этом риски также, соответственно, у вас сохраняется. Поэтому как страховку можно, например, включить данную настройку и запускаем на демо. Все. Запустил на демо, сразу же сделки пошли в работу. Важный момент. Мы пофиксили разные проблемы, разные баги, которые были. Например, вот я сейчас остановил бота, и данная сделка текущая открыта, она могла не попасть в общую историю. Теперь это все учитывается и дальше будет попадать в эту общую историю, чтобы вы могли проанализировать и не терять в целом, и в целом, чтобы у вас статистика вот это не портилась, не терялась. Нажал продолжить, бот сразу начал работать. Есть теперь у нас дополнительные настройки. Нажимаем 3 точки, которых ранее не было. Можно посмотреть сводку запуска. То есть в момент уже рабочего бота вы не можете менять настройки. Это неверно, это логически неверно. Вы можете сломать просто бота. Поэтому вы можете открыть просто сводку запуска и проверить, все ли вы верно настроили. Вдруг вы вспомнили, включил ли я ту настройку или эту? Что же я наделал не так там? И смотрите, догон на компенсацию. Первая сделка $100. О, правильно, коэффициент 1,4, 13 уровней, 13. Замечательно. Все проверяете, весь чек-лист вот этот. Смотрите, например, сделки серии, как у вас выстроены все сделки. Отлично, все меня устраивает. Общий максимальный риск на демо-счете $19 000. То есть я более $19 000 никак не потеряю. Отлично. Ой, точнее, потерять-то могу, да. То есть общий максимальный риск по всем 13 шагам составляет столько-то. Чтобы не потерять, нужно включать стоп-лосс. Обязательно активируем стоп-лосс для догона на компенсацию. Иначе бот бесконечно будет работать и может либо в большой убыток завести, или же там в большой плюс. Поэтому обязательно его надо ограничивать по сделкам, чтобы у него был какой-то стоп. Например, не более как раз-таки 19 000, вот не больше этой суммы. Все, закрыли. Видим, бот потихонечку работает, сейчас вот он зашел в минус. Очень хорошая ситуация, это очень хорошая и наглядно. Что мы можем сделать? Например, вы думаете, а вдруг сейчас он еще больше уйдет? А вдруг сейчас он где-то накосячит? Вот, кстати, интересная ситуация, он все-таки вышел в плюс. И сейчас он начнет новую серию. Все. Как только он вышел в небольшой плюс, я ему сказал, более $1, все, забирай плюс. Он забрал плюс, начал новую серию. И, к примеру, вы думаете, сейчас может уйти в еще больше минус. Все, я хочу сбросить текущую серию. Например, сейчас минус давайте словим. Прям 1 минус нужен. Давай, сделай, пожалуйста, минус. Есть минус. И мы ему говорим, все, к первой сделке, бам, сбрасываем, возвращаемся к первой сделке. И он начинает снова со $100. То есть мы ему принудительно в ручном порядке говорим, мы фиксируем минус, переходим к первой сделке. И бот снова начнет с первой сделки. Вот просто на демо-счете. Вот, не могу сбросить, потому что он все-таки перекрыл в плюс. Видим, то есть теперь можно управлять самостоятельно уже открытыми торговыми сессиями. То есть можно возвращать к первой сделке, конкретно для догона на компенсацию. То есть это то, чего так не хватало на самом деле. И мы можем, отключая, то есть вот эту функцию, которую я вам настройку показывал, давайте покажу еще раз. Вот эту настройку мы отключаем, забирать плюс серия от $1. Если ее полностью выключить, то мы можем вот такие серии глубокие заходить в большой минус, затем ждать, когда бот выйдет, например, в какой-то большой плюс, там, например, там плюс $2000 вышел, а не какие-то там плюс $28. И только после этого вручную его сбрасывать. То есть можно делать таким образом, чтобы это было более комфортно, более вам наглядно, и чтобы вы могли, в принципе, контролировать, управлять, так сказать, своим счетом, своими сделками. Видим, сейчас, да, зашел бот в минус. Хорошая ситуация, на самом деле хорошая. Он также показывает, как он может выбраться из просадки благодаря данной стратегии. Давайте сейчас просто понаблюдаем, дождемся окончания и будем завершать ролик.
Все, я остановил бота, прошло там прям буквально несколько секунд, смотрим. Серия вышла в плюс $491. Видим, как она плохо шла. Я прям идеальная ситуация попался, которую я вам хотел показать. Смотрим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 минусов подряд. Затем один плюс. Потом буквально 50 на 50 была проходимость, и 3 сделки плюсовые вывели ее в достаточно большой и ощутимый плюс по серии. И общий плюс на демо-счете, естественно, да, я сейчас вам показывал на демо-счете, плюс $549. Я считаю, это просто обалденно. Данная стратегия вытаскивает из больших затяжных минусов. Мы закрываем текущую сессию, открываем авто и историю сделок. Я включаю демо, и вот она сделка. Смотрите, как она у меня шла. Просто наглядно видно. То есть минус, чуть вытянула, минус, чуть вытянула в ноль, снова в минус, в маленький плюс вытянула и ушла в глубокую просадку. И дальше, даже после такого большого количества минусов, вытянула в ощутимый плюс $549. Это очень крутой результат. Именно благодаря стратегии управления риск-менеджментом, догон на компенсацию, именно благодаря этой стратегии я вышел в плюс. То есть только по этой стратегии я работал после того, как допустил убыток на своем реальном счете, то есть включаю реал. У меня было там что-то менее 20 тысяч долларов, давайте не буду врать сколько точно, менее 20 тысяч долларов. И я вышел в плюс до 24 тысяч долларов именно благодаря этой стратегии управления риск-менеджментом. Это лучшая, наверное, стратегия, которую я только встречал. И она гораздо безопаснее. Вы сами видели, сколько минусов она выдерживает, какие глубокие просадки выдерживает и не дает потерять свои деньги. Можно даже просто для наглядности включаем $1 на первую сделку. Далее мы включаем догонную компенсацию 13. $200 достаточно, чтобы выдержать просадку из 13 минусов. $200, просадка 13 минусов. И если выпадет череда плюсов, когда выпадает, вы быстро за 3 сделки выходите в плюс. Обалденная стратегия. Конечно, да, помимо всех вот этих обновлений мы внедрили много мелких доработок по стабильности работы нашего торгового терминала, чтобы котировки не отваливали, чтобы все стабильно работало. Я считаю, что однозначно это получился самый лучший торговый терминал для бинарных опционов, который помогает реально видеть рынок насквозь, работать спокойней и зарабатывать. Обязательно ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вам данный ролик, как вам данное обновление. Скоро увидимся. Пока-пока.